Друзья, всем привет! Вы на канале Power Device, и сегодня очередной полезный ролик по смартфонам Realme. Хочу показать вам, как отключить сбор данных на ваших девайсах. Все действия выполняются в несколько кликов, но эти несколько кликов могут помочь вашему смартфону сохранить больше заряда батареи, а также уберечь вас от утечки вашей личной информации. Все это вы сможете проделать вместе со мной, если у вас прошивка Realme UI 2.0 и 3.0. Покажу я вам все это на примере GT Neo 2. Как видите, версия прошивки 2.0. Также сейчас в руках у меня Realme 9 Pro Plus. У него прошивка третьего поколения. В этом поколении настройки немного отличаются. По ходу видео буду все показывать. Итак, если у вас Realme UI 2.0, зайдите в настройки, дополнительные настройки, клавиатура и способ ввода, кликаем на вкладку Gboard, голосовой ввод. Здесь вы должны проверить, включена ли у вас вот эта галочка. Если она включена, обязательно ее отключаем. Если она будет активирована, фрагменты ваших аудиосообщений в Gboard будут отправляться в Google, чтобы помочь улучшить распознавание речи для всех пользователей. Конечно, если вы хотите, чтобы ваш смартфон помогал Google и отправлял такие сообщения, то ставьте эту галочку, лично я ее отключаю. Также, если вам это нужно, здесь вы вообще можете отключить голосовой ввод, вот этой галочкой. Далее делаем шаг назад, идем немного вниз, нажимаем дополнительно. Здесь, если у вас включена вот эта галочка «Отправлять статистику», нужно ее отключить. Также советую выключить и вот эту. Gboard сохраняет данные об использовании приложения, чтобы улучшить его работу на вашем устройстве. Если зайти подробнее, то мы увидим вот такую информацию. Результаты обучения Gboard могут отправляться в сервисы Google. Если хотите, можете изучить информацию до конца. Но суть в том, что если стоит эта галочка, то это такой же сбор информации для Google с вашего устройства. Конечно же, я ее отключаю. На Realme UI 3.0 практически то же самое, только находится это немного в другом месте. Зайдите в настройки, далее системные настройки, клавиатура и способ ввода. Gboard. Здесь делаем то же самое, что я показывал. Голосовой ввод, отключаем вот эту галочку. Шаг назад, дополнительно отключаем вот эту верхнюю и самую нижнюю галочку. Далее снова беру телефон с UI 2.0, захожу в настройки, конфиденциальность, идентификатор устройства и реклама. Здесь же вам наоборот нужно поставить вот эту галочку. Если она активирована, то ограничивается рекламный таргетинг по идентификатору устройства. Количество рекламы на вашем девайсе не сократится, но она станет более релевантной для вас. Это значит, друзья, что смартфон перестанет собирать статистику на основе ваших интересов. То есть, другими словами, перестанет отслеживать ваше перемещение по сайтам, ваши интересы и так далее. Теперь, друзья, давайте сделаем шаг назад, прокручиваем немного вниз, находим пункт «Поучаствовать в тестировании». Эту галочку я также снимаю. Для улучшения продукции и услуг мы собираем информацию об использовании различных функций. При этом мы строго соблюдаем положение политики конфиденциальности. Опять же, это чистой воды сбор данных с вашего устройства. Конечно, если вы хотите помочь компании Realme, чтобы они собирали данные с вашего устройства, можете поставить эту галочку. Извините, Realme, но лично я ее отключаю. Также не забывайте, что отключение таких галочек немного помогает экономить вам батарею, а также ресурсы производительности смартфона. Следом давайте зайдем в программу совершенствования сервиса. По большому счету, вот эти две галочки также относятся к той, которую мы только что сняли. Поставив их, вы соглашаетесь поучаствовать в тестировании для улучшения продукции Realme. То есть, опять же, будет происходить сбор данных с вашего устройства, о том, как вы им пользуетесь. Я их обе снимаю. Идем далее и делаем это на Realme UI 3.0. Заходим в настройки, конфиденциальность, другие расширенные настройки, реклама. В UI 3.0 Realme почему-то с этими настройками сделали немного все по-другому. Здесь вам нужно нажать «Удалить рекламный идентификатор». Это то же самое, когда мы ставили галочку на UI 2.0 вот в этом меню.
Ограничение отслеживания рекламы. Здесь мы просто удаляем идентификатор. Теперь сбор данных по рекламе на вашем устройстве прекратился. Теперь смотрите, друзья, вот в этом смартфоне на UI 2.0 в конфиденциальности можно было отключить программу совершенствования сервиса, а также поучаствовать в тестировании. На UI 3.0 в конфиденциальности такого нет. Здесь нужно сделать шаг назад. Заходим об устройстве. Программа совершенствования сервиса. Также снимаем две вот эти галочки. Теперь, друзья, мы по максимуму ограничили сбор данных на ваших смартфонах, как на UI 2.0, так и на 3.0. Повторюсь, что после всех этих действий немного улучшится держалка ваших батарей. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите об этом в комментариях. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Здесь я снимаю много полезных видео о Realme и Xiaomi. По традиции желаю всем качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся на YouTube. Всем пока!